Ух ты, какая булочка, да? Красотка? Красотка. Где моя красотка? Где моя красотка? Красотка. Всем привет, это очередные будни мамы и очередной влог из Аргентины. Сегодня нам исполнилось 7 месяцев, и именно поэтому она такая нарядная, и у нас сегодня небольшая фотосессия. Я, конечно же, и в этот раз заказала бенто-тортик, с любовью выбирала картинку и надпись. В этот раз со мной вместе мои родители, бабушка и дедушка Эми, поэтому мне хотелось придумать что-то особенное на этом тортике, что-то, что было еще связано вместе с ними. Моя мама всегда очень любила называть меня моей птичкой, вот поэтому я оттолкнулась от этой идеи и решила как раз воплотить это в этом тортике. Получилось, мне кажется, очень мило, мама, по крайней мере, точно оценила. Ну и Эми с каждым месяцем становится все более смешной и озорной, но смотреть на нее одно сплошное удовольствие. Так что нашей птичке сегодня 7 месяцев. Удивительно, как быстро летит время, и я очень рада, что в этот день мы сейчас все вместе. Образ для Эми родился тоже совершенно спонтанно. Мама привезла вот такую очаровательную розовую пышную юбочку, и я хотела ее как-то тоже обыграть, чтобы все перекликалось. Поэтому по итогу получилась такая вот смешная розовая зефирка. Ну и вообще мне очень нравится традиция снимать ее каждый месяц, потому что это все равно получается очень классная штука на память. С каждым месяцем она все равно меняется, и хочется это запомнить, хочется потом пересматривать и видеть эти изменения. И разница все равно даже сейчас уже достаточно сильно ощущается. Но несмотря на то, что она становится старше, она все равно остается моей маленькой крошкой, моей булочкой. В общем, очень ее люблю и очень рада, что она является важной частью нашей семьи. Нам 7 месяцев уже, да? Такая уже большая крошечка, да, моя сладенькая булочка, да, Эми? Эми. Расти большой, умничкой. И Да. рядом маму с папой. Ну что скажи нормально. Да? Ты согласна? Здравствуй, я вам Можешь скажу. по-бабуине? Булочки сладкие. Ладно, ничего не говори. На обратно. Что ж, поздравляем тебя с 7 месяцами. Расти большой, будь счастливой. Вот, мы тебя очень любим. Здоровый, главное. Да. Вот, и давайте тоже еще раз поздравляем, задуваем. На память я, конечно же, еще наснимала ее с бабушкой и дедушкой, тем более, что у них такие классные футболки. Ну и я с ней тоже поснималась, а то фотографии ее с мужем у меня просто очень много. Сегодня нам исполнилось 7 месяцев, сегодня 3 августа. Что входит в наши умелки? Мы уже прекраснейше просто ползаем, переворачиваемся на раз, два, три, сложно остановиться от переворотов. Что мы еще умеем? Периодически мы на корточках стоим и раскачиваемся. Это выглядит очень забавно, особенно по утрам, когда она такая радостно смотрит на тебя и раскачивается. Вот, это всегда очень смешно смотрится. Ну и очаровательно, конечно, вот. Что еще? Буквально, наверное, 5 дней назад она, опираясь на человека, стала уже вставать на ноги. То есть она как бы вертикализируется. Вот уже прям вот старается при любой возможности, опираясь, как бы взбираясь по человеку, да, вставать вот прям вот на ножки. В общем, у нее вот какая-то такая сейчас фишка, и ей прям вот это нравится. То есть сразу, как только видит человека поблизости, по которому можно как-то вскарабкаться, она сразу ползет к нему, ну и старается им воспользоваться в этих целях. В плане речи у нас пока что без изменений, мы все еще восторженно восклицаем, всячески смеемся, вопим. В общем, очень много звуков, она такая достаточно общительная. Я, в принципе, разрешаю ей ползать по всей квартире, когда именно я смотрю за ней. Вот. В плане игрушек у нее, наверное, больше все-таки интерес к каким-то другим посторонним вещам, нежели к самим игрушкам. Кстати говоря, ей очень хорошо заходит, ну, как бы нравится прям вот, когда даю мышки в сыре, ежик с вот такими элементами, которые на липучках. И я тоже достала как раз такую деревянную доску с фигурками, вот, и она тоже их с удовольствием хватает, как бы, да, за вот эти вот держатели и стучит ими, в общем, ей нравится. Обожает мои волосы, всячески за них цепляется, когда есть возможность, вот, я стараюсь поэтому их убирать.
Ну а так у нее сегодня, мне кажется, такой очень смешной наряд получился. Такой девчачий розовый. Потом там в нем как принцесска, мне кажется, получилось. Мне понравилось. Посмотрим, так ли это будет мило смотреться на фотографиях, но в любом случае живьем это было очень смешно. Особенно с утра, когда я еще ее переодела вот и взгромоздила на сонного мужа. Это было очень смешно на контрасте. И да, мы начали прикорм, но пока что не могу сказать, что есть какой-то прям вот у нас с ним как-то, да, супер успешно. Скорее, она просто так немножко знакомится с пищей. Не всегда бывает, что ей прям вот все нравится и хочется кушать. И есть дни, когда я просто-напросто тоже забиваю, ничего я вообще не даю. Особенно, когда были зубы, когда она такая была капризная и ничего не давала. И либо когда, допустим, мы просто, просто я куда-то ухожу и не успеваю, я тоже ничего не даю. Единственное, она очень хорошо пьет вот водичку. Как бы она с удовольствием всегда берет, ей нравится паильник. Вот она с интересом всегда как-то, да, с жидкостью общается, в общем. Но очень много зависит от ее настроения, а я не всегда попадаю в плане времени прикорма именно в тот момент, когда как бы она в хорошем расположении духа, чтобы все получилось. Забыла сказать, еще у нас вылезло 2 зуба. 2 нижних зуба у нас вылезло. В принципе, это было не так страшно, как все описывают. Вот, мне кажется, вполне себе нормально. Вот, у нас теперь зубастик. Небольшая рекламная вставка. Мы, как новые жители Аргентины, решили облегчить себе жизнь и создали уникальный сайт, на котором вы можете продать свои ненужные вещи, найти, что давно искали, а также здесь есть услуги. Если вы ищете сантехника, электрика или риэлтора, в общем, здесь вы можете его как раз найти. Либо, если вы сами предоставляете какие-либо услуги, вы можете разместить объявление. Все это можно сделать на сайте impondo.com. Поэтому переходите по ссылке в описании профиля и размещайте свои объявления. Это совершенно бесплатно. А это мы пошли отмечать этот волшебный день поеданием очень-очень вкусной пиццы. Радуемся, А это у нас появилась очень крутая повязка, и мы ее примеряем. Какая довольная это, да? Скажи, я такая довольная, да? Смешно ты как скажи, да? Какая смешнота. Ух, какая милота, смешнота, да? Да. Какие у нас ушки, да? Им сейчас интереснее быть в вертикальном положении, поэтому я всячески ее стимулирую. Вот, например, прикрепила вот так вот спиннер, чтобы она как раз крутила, и ей было интересно находиться как раз вертикально, как-то его тоже трогать, двигать. Вот так вот она сейчас забирается благодаря бутылкам. Вот таким образом мы стоим со своими носками, стоим вот так вот возле дивана. Да, скажи. Да. Что-то тут у нас процесс какой-то очень сильный изучения. Да, с любимой шапкой мы сейчас. Вот так вот. Маша. Хотела похвастаться подарками от родственников. Вот здесь вот 3 таких пакетика. Мы купили несколько вариантов одежды как раз на лето и вот на ближайшую осень тоже, да, чтобы немножко потеплее было, как бы варьировать, да, если вдруг все-таки будет прохладно. Вот, давайте вам покажу, что же мы купили. Вот на сейчас такие вот 2 слипа. Мне все еще нравятся слипы, потому что в них удобно как раз Эми спать. Вот. И мы взяли вот такие вот 2. В принципе, мне они нравятся, такие миленькие. Я так понимаю, что вот вообще какой-то такой зеленоватый цвет ей идет, поэтому мне хотелось что-то зеленоватое, такое яркое. Вот, вроде этот выглядит миленьким слип. Вот, так что попробуем, посмотрим. И вот такой забавный, тоже полосатенький. Тоже достаточно, мне кажется, симпатичненький. Вот, померяем как-нибудь, посмотрим, как он будет смотреться. Но вроде достаточно прикольно все выглядит, в общем, мне нравится. Вот, как-то так, такие вот 2 слипа. Потом вот это мой вообще любимейший магазин. Сейчас покажу, что мы здесь взяли. Давайте начнем, наверное, с другого пакетика сначала. Вот с этого. Здесь такая жилетка. Вот, она как раз тепленькая и будет очень здорово. Но если вдруг все-таки прохладно, просто ее одеть сверху, ну, какие-то не сильно, может быть, дать теплые вещи, и ее сверху. И ребенку будет тепло. Плюс, мне кажется, что она вполне себе неплохо будет как раз на вырост, и ее как бы можно и сейчас будет одеть.
И когда она уже немножко подрастет, тоже ее спокойно одевать. Либо если вдруг в Буэнос-Айресе не повезло и погода не очень, вот тоже можно будет одеть. Вот. Мне кажется, что это достаточно классная штука. К ней, кстати говоря, можно тоже одевать. Сейчас вам покажу вот здесь из соседнего пакетика вот такую вот шапочку. Шапочка, мне тоже кажется, будет и потом нам еще как раз, потому что она такая достаточно большая. Вот, и прикольно будет тоже смотреться с вот этой жилеткой. Вот, мне нравится. Давайте дальше посмотрим, что у нас там еще. Здесь уже есть какие-то вещи на лето. Плюс я купила, выбрала, вернее, вот такие вот трусишки. Мне кажется, у меня много, да, сейчас набралось всяких таких летних платьицев. И как-то не хотелось, чтобы, да, просто чисто там был памперс. Вот, и как раз поддевать какие-нибудь трусишки в этот момент, мне кажется, что будет классненько. И вот я взяла как раз такие вот розовенькие и беленькие. Мне очень нравится, мне кажется, что прикольно. Вот должно тоже смотреться прикольно, когда платьице одет на ребенке. Да, и там есть какие-то трусишки. В общем, такие вот, такая вот парочка. Вот мне нравится. Очень смешная вообще повязка. Я когда ее увидела, влюбилась. Сейчас как раз мерила. Это выглядит крайне очаровательно. Вот очень-очень мило. Она похожа, мне кажется, на какое-то такое милое насекомое. С вот этими вот, как словно такими рожками. Не ушками, даже а рожками. Вот, смотрится крайне очаровательно. Вот потом тоже покажу, как это выглядит. И последняя наша покупка, это вот такое вот тоже очень классное, милое платьице на лето. Вот, мне оно тоже очень нравится. Мне кажется, что должно тоже смотреться очень-очень здорово. Вот, мне нравится то, что здесь такие как бы нежные цветочки. Вот она достаточно такое легенькое, вот приятное. Вот, мне кажется, что тоже будет очень здорово в нем гулять. Вот, и смотреться тоже, мне кажется, должно хорошо. Мы сегодня в очередной раз гуляли по городу и решили зайти в кофейню, немножко попить кофе, съесть что-нибудь вкусненькое. В общем, приятно провести время. Я взяла попробовать Сан-Себастьян, и он здесь просто какой-то невероятный. Это так вкусно. И достаточно большой кусок, на мой взгляд, это порция на двоих. А кое-кто сладко спал, пока мы наслаждались всякими вкусностями. Эми старается сейчас всячески пытается использовать любую возможность, чтобы встать на ноги. Вот она сейчас уже поднимается и с опорой, да, стоит. Это на самом деле удивительно, у нее прямо сейчас какая-то реально мания. То есть, если она видит в своем поле зрения человека, она всячески к нему ползет и пытается его использовать, да, в своих каких-то корыстных целях, старается как-то покарабкаться по нему и за счет этого как раз вставать. Естественно, она сейчас не полностью в прямом положении, то есть нагрузка на позвоночник идет умеренная. Вот в таком положении как бы детям можно. Вот, но в любом случае очень прикольно наблюдать за ее какими-то стараниями, за тем, как она карабкается по различным, как бы, да, предметам, которые помогают ей как раз вертикализироваться. Вот, за этим наблюдать, не знаю, очень прикольно, и она так радуется своим тоже успехам каждый раз, когда вот прям вот встанет благодаря, да, какой-то опоре. Вот, она потом смотрит на тебя и, типа, улыбается. Очень, короче, смотрится забавно. Удивительно то, как быстро бежит время. Вроде бы она только вот буквально недавно перевернулась. Я переживала, что после этого поворота не повторялся следующий никак. Я пыталась все время поймать этот момент, ну, как бы у меня на глазах. А уже она всячески пытается стоять. В общем, это удивительно. Я так посмотрела, что как раз, ну, как бы в плане развития у них идет сначала они как раз ползают, да, то есть как бы держат, ну, как бы голову и ползают как по-пластунски, а потом они встают как бы на корточки, то есть у нее был этап, когда она стояла на корточках и раскачивалась, то есть они вот обязательно должны еще так вот раскачаться на корточках, вот это у нее тоже было, и после этого как раз идет вот эта вот вертикализация, чаще всего, да, то есть они прямо с опорой как бы пытаются встать, вот встают, и после этого уже идет этап, когда они садятся. В общем, будем наблюдать, буду смотреть. Надеюсь, что скоро мы сядем, и тогда, возможно, я уже смогу достать спокойно прогулку, и мы будем уже в прогулке путешествовать. Вот, потому что сейчас она уже в коляске вообще не сидит, это какой-то... Она как юла там крутится, вообще невозможно как-то ее там успокоить, хотя в коляске, ну, вот в люле, именно, мне кажется, что ей комфортнее будет спать, поэтому у меня пока что двоякие какие-то ощущения на этот счет, потому что лучше мы спим обычно в коляске, и будет ли она также хорошо спать в прогулке, в общем, непонятно.
будем, в общем, думать потом. Ну и да, я потихоньку ввожу прикорм. У нас пока что такой, как бы, переменный успех, вот. Но я стараюсь себя успокоить той мыслью, что это всего лишь знакомство с пищей, что ничего страшного, что она, как бы, да, не хомячит прямо вот за обе щеки. А вот здесь все-таки нужно думать о том, что это именно знакомство. Вот. Поэтому я стараюсь держать себя на этот счет в руках. Мы уже попробовали брокколи, кабачок, морковку, картошку. Кашку я делала ей, делала смесь такую, да, хотя это, наверное, неправильно, вот, но как бы, в общем, я решила не заморачиваться. У нас здесь в Аргентине из каких-то таких каш, которые еще более-менее составом, это вот как раз вот такая вот, как мультизлаковая, там идет пшеничные крупы, рисовые и кукурузные, вот такая вот смесь сразу. В общем, я ее тоже уже давала, и все у нас хорошо, никакой реакции тоже не было. Вот, и, кстати говоря, она ей достаточно нравится, вот эта вот кашка, вот, и это, наверное, единственная каша, где в составе нет еще дополнительно либо какого-нибудь меда, либо сахара, в общем, нет какого-то подсластителя, вот, остальное все, что я смотрела, было либо с сахаром, либо вот с медом, в общем, я решила такое, как бы, естественно, не брать, но так как я пока не готова именно варить, да, как взрослую кашу, да, и потом уже как-то еще заморачиваться, либо ее толочь, либо еще что-то, в общем, с ней делать, в общем, я решила пока что вот взять такой быстрый вариант, вот, плюс она очень быстро, как бы, да, делается, вот, на какой-то такой момент подстраховки очень удобно оказалось, потому что в остальных случаях я заморачиваюсь как раз со свежей, как бы, да, брокколи и всем прочим, вот, поэтому, в общем, для меня это такой, как бы, спасательный круг, если вдруг я ничего не сделала. И забыла еще, мы еще ввели банан. Банан, вот, потому что в какой-то момент я немножко отчаялась, и я пыталась, как бы, понять относительно нее, ну, может быть, ей все-таки неудобно как-то держать, да, может быть, что-то вот у нас в этом, относительно этого не так идет, потому что я не понимала, наверное, как ей удобнее, да, контактировать с едой, потому что она в любом случае, естественно, знакомится, но, как бы, я замечала за ней, да, что-то ей было удобно, да, как-то исследовать, а что-то нет. И я выявила, что, как бы, глядя на нее, удобнее всего ей как раз с какими-то такими вещами, которые, как бы, спокойно у нее помещаются в руку. То есть вот какие-то такие натертые, да, вот вещички ей не нравятся, если растолочь там кабачок, допустим, тоже так, чтобы там были, как бы, кусочки, но все равно это было больше похоже на пюре, ей тоже не нравится. То есть ей больше нравится, когда это именно вот как в безопасной подаче, естественно, но брусочками, когда это вот именно все-таки кусочки. Ей так удобнее всего держать, вот она так сама тоже стремится как-то попробовать. Вот, а вот со всей этой консистенцией она чаще всего просто руками жамкает, играет, и больше ничего, как бы, в рот она не тянет такую консистенцию. А вот именно брусочки у нее чаще всего все равно идут как-то исследоваться ртом. Вот, поэтому я для себя как раз за счет еще как раз банана я это поняла, потому что банан вообще, наверное, в плане какого-то такого предмета это самая идеальная штука, которую можно держать в руках, чтобы ребенку было удобно. Вот, и после того, как я, как бы, ввела кабачок, брокколи, наверное, как-то это ее немножко приободрило, что не все так как-то грустно, может быть, вот, и банан ее так немножко заинтересовал, скажем так, в общем, тоже такой, мне кажется, удобный вариант, если вдруг что-то там идет не так, всегда можно еще дать банан, вот, и он, как бы, 100% нравится малышу. Так, я пока что, из каких-то своих замечаний, мне кажется, что нам нравится кабачок, нам нравится морковка, с брокколи у нас пока что не очень сложилось, вот. Но посмотрим, может быть, попозже я еще дам, как бы, брокколи ей понравится. В общем, не знаю, посмотрим. И еще из каких-то таких нюансов тоже про прикорм, может быть, кому-то будет полезно. Я всегда стараюсь, когда вот делаю эту кашку, класть ложечку обязательно для нее и брать ложку для себя, потому что, естественно, каша, которую берет чаще всего малыш, она размазывается просто-напросто по лицу, часть буквально только как бы доходит до места, как бы, нужного места, поэтому, естественно, как бы проще, когда ты еще немножко помогаешь в этом плане, и заодно, как бы, это учит малыша есть тоже своей ложкой, вот, поэтому обязательно я, как бы, кладу вот именно ее, обратите внимание на то, что ложечка должна быть именно для малыша такая, как бы, маленькая, может быть, даже как-то, да, с ограничителем, в общем, чтобы было удобно держать в руке именно малышу. Я потом покажу, какие у меня.
Вот, мне кажется, что это очень удобно, потому что, ну, как бы я увидела на контрасте как раз с другой ложкой, которую давала, что, ну, как бы Эми действительно удобно с ней как-то обращаться, вот, и она сразу же потащила ее как бы сама в рот, как будто она действительно хочет сама поесть. Правильнее всего берете, в общем, эту ложку, зачерпываете немножко кашки и оставляете как раз на тарелке. И малыш сам как раз потянется за этой ложкой, и ему будет интересно как раз ее как-то потащить к рту. Вот, в общем, я так как раз делала. И второй, как бы, ложкой своей уже сама, там, если вдруг у нее что-то потекло, могла так почерпнуть и тоже ей немножко помочь. В общем, мы как-то вот так вот с этим относительно этого справляемся. Если хотите научить малыша обращаться со столовыми предметами, в общем, такое вот, как бы, такие вот действия должны, как бы, стимулировать его к этому. Ну и что у нас стабильно, хорошо как бы происходит, это то, как Эми пьет водичку. Вот я сразу же как бы с первого дня прикорма попробовала давать ей воды, и ей прям понравилась, ей интересна вода, ей как бы хотелось ее пробовать, она с удовольствием как раз попила. Я давала сразу так, словно как бы она пьет из обычной чашки, вот, и ей было тоже удобно, хотя это была вот чашечка вот такая вот, да, с ручками, вот, в общем, ей было очень удобно вот так вот пить. Естественно, я как бы ей помогала, контролировала, но в любом случае она прям вот сразу там типа пила, в общем, я слышала, что она делает глотки. В общем, тоже очень удивительно, прикольно то, как все вообще, ну, как бы происходит, как дети быстро приспосабливаются. Вот, как-то так. Ну, если кому-то интересно, в принципе, в плане Аргентины, допустим, что посоветовал как бы мне врач, когда я уточняла у него относительно прикорма, да, что он сказал нам, как бы, какие действия совершать. А здесь мне педиатр посоветовал давать ей, вот у нас, получается, ну, как бы, когда я уточняла, это был с 6 по 7 месяц, да, вот за этот период, что предложил педиатр. Предложил нам давать ей именно все пюреобразное, то есть таких кусочков он не говорил, пюре по большей части тыквы, морковки, там, кабачка, брокколи. Он говорил давать, ну, как бы в большей части упор как бы делать на овощи, насколько я поняла. И второе, что можно еще давать, была каша, но кашу он назвал, как бы кашу они здесь, я так понимаю, называют суп из муки. Вот, по крайней мере, он использовал именно такую терминологию. Суп из муки, из пшеничной. Вот я относительно этого уточнила у него в плане аллергена. Может быть, как-то нужно подстраховаться и там, не знаю, обзавестись каким-то средством от аллергии на всякий случай. Вот, уточняла у него, может быть, он что-то выпишет. Он ничего нам относительно этого не предложил, сказал, что, типа, ее не будет. Вот такое, как бы, немного странное отношение относительно аллергенов здесь. И еще из того, что он нам советовал, это йогурт. Ну, в общем, вроде бы как-то так. Может быть, что-то еще забыла. Был точно йогурт, а что еще, не помню. Ну, я в данном случае решила смотреть по малышке. Как бы, то есть мы, получается, совмещаем все-таки. Я даю ей и кашу. Кашу она все-таки идет больше как такое, как пюре. Но при всем при этом я стараюсь давать ей именно кусочки, потому что у нее просто-напросто интерес больше идет к кусочкам. Пюре просто-напросто как бы ей не нравится, то есть сама она его как-то не ест, а я за то, чтобы, типа, именно ребенок сам как-то, да, в общем, за самоприкорм. С прикормом пока что у нас вот как-то вот так. И так как она у меня пока что еще не сидит, я ее кормлю еще на руках, но я так понимаю, что скоро мы все-таки уже перейдем на стульчик, потому что она уже близка к тому, чтобы прям вот сесть. Я каждый раз пробую, удерживает ли она корпус или нет, потому что, в принципе, можно, ну, как бы сажать на стульчик для прикорма, даже если вдруг, ну, как бы она еще не сидит, но может удерживать, да, вот это вот положение ровно, как будто сидит. Вот, у нас пока что она все равно еще немножко заваливается, поэтому я, в общем, кормлю ее на руках и не экспериментирую. Вот, если я увижу все-таки, что она уже такая окрепла и может действительно сидеть спокойно в стульчике, то я, естественно, посажу ее в стульчик и уже буду давать прикорм в стульчике. В общем, как-то так. Хорошо, это уже там еще с ним поработала. Ну вот так. Давай. Хорошо. Посмотрите, Эми играет с новой игрушкой, вот такой вот тигр на колесиках. Его подарили мои родители как раз на вот наши 7 месяцев. И очень забавный тигр, у него есть спереди веревочку, с которой можно тянуть, что очень удобно. Есть бусинки, которые как раз для мелкой моторики очень хороши, чтобы перемещать, как раз их учиться. А это Эми уснула на папе. Мама. Скажи, да.
Вот я здесь жду. Обрадовалась. Да, ты меня не забираешь. Где же мой Забирай. птенчик? Да, вот он летит, мой птенец летит. Да, летит. А это один из моих любимых завтраков, бутерброды с крем-чизом и клубникой. Клади. Мама, клади. Клади, отпускай. Вот, все, теперь смотри. Ой, покатился, покатился. О, даже как. На. Клади. Клади. Давай, клади. Клади, клади. Давай, клади. Отпускай. Стучит по коту. Отпускай. Вот, вот. Покатился. Вот он у нас где. Хоп. На. Клади. Угу. Клади. Клади. Отпускай. Отпускай. Покатился. Смотри, как покатился. Так, ну. Скажи, я так хорошо играю. Давай. Отпускай, отпускай. Сейчас покатится, смотри. Молодец, молодец. Покатился. Молодец, умница. Мама. Вот мама. Да? Вот мама. Да? Приветики. Приветики. Да? Мама. Ой, глазенький мой. Класс. Ой, Говори, ой. мама. Да? Мама. Да. Мама. Ой, ты мой смешной. Эми все еще продолжает ползать, но просто всюду. Особенно ее привлекают, конечно же, провода, благо мы их все, конечно же, отключаем. И с помощью стула она тоже пытается как-то подняться, но у нее пока что не очень это хорошо получается. И она упирается головой в сидушку и от этого тоже не очень довольна. Но самое ее любимое занятие это, конечно же, одно. Это вскарабкаться благодаря человеку куда-нибудь повыше. Вот она как раз этим постоянно пользуется. Обязательно забраться, скажи, да? Забраться нужно. Все выше и выше. Так, не обращайте внимания, что у меня здесь бардак, но вот одна из наших, способностей сейчас, да, вот так вот стоять. Я собираю как раз книжку, которая к нам пришла, вот на будущее, чтобы потом не тратить время. А Эми у нас все штурмует, пытается, да, как-то вертикализироваться, вот так вот стоит, сейчас со своим ботинком играет. Вот, да, со своим ботиночком играет. Вот я ее пытаюсь страховать, потому что она все равно еще не так хорошо стоит, но пытается. Расстраивается, когда что-то не получается. Угу. Ты что, притворяешься, значит? А? Обманываешь всех? Обманываешь? Маме тут все плачешь, сейчас плачешь, а сама довольная все-таки. Где-то ты какать хочешь, я уж не знаю, что это такое. Да. Только телефон, да, скажи, может отвлечь нас.